Раздел номер 2. Исполнительские средства музыкальной выразительности. А теперь поговорим об исполнительских средствах музыкальной выразительности. И начнем с динамики. Еще одна цитата выдающегося педагога по скрипке, методиста, основателя школы русской скрипичной Леопольда Ауэра. Динамика – важный фактор художественного исполнения, является системой или теорией, объясняющей различные степени интенсивности или силы звука. Как же происходит выбор динамики в ансамблевом произведении? Во-первых, нужно учитывать градации общего для ансамбля динамического нюанса, то есть какое форте, какое пиано, да, учитывать эпоху, в которой жил и творил композитор, учитываем черты его композиторского языка, индивидуального почерка, да, и состав инструментов, да, духовые, струнные, смешанный состав, да, и количественный состав, тоже все имеет значение. И, конечно, мы всегда учитываем в ансамбле степень интенсивности отдельных инструментальных партий. Мы об этом говорили на предыдущих лекциях и акцентировали внимание на том, что общее форте, оно не бывает одинаковым форте для всех инструментов или пиано. Да, такого не может быть. Значит, мы должны обращать внимание, как изложена фактура каждого инструмента и дифференцировать звучание этого форте. Да, то есть обязательно это нужно делать. Давайте еще поподробнее немножко поговорим о динамике. Графическую запись, фиксирующую усиление или ослабление звучания, следует соотносить с определенным эмоциональным переживанием. Вот часто бывает, играют форте шумно, ярко, ничего не слышат, развития не придают. Да, спрашиваешь, какое это форте? Пожимают плечами. Или, наоборот, пиано. Достигает такого тишайшего звучания, что уже даже в классе не различаешь нот. Да, спрашиваешь, от чего ты так играешь? Ну, написано же пиано. Вот это неверно. Значит, обязательно нужно соотносить это с переживанием эмоциональным. Художественным намерением. Вот иногда в партитуре есть знаки усиления динамики или уменьшения, да, вилочки. Вот, как правило, это намерение. Все-таки слово крещендо или диминуэндо это вот уже можно соотносить с действием каким-то, то есть более активным изменением динамики. А что касается вилочки, то да, это как бы намек на намерение. И, кстати, он не всегда воплощается в более яркой динамике, порой прерывается. Часто мы это встречаем, кстати, в сонатах Бетховена. Ну, не только в сонатах, в любых сочинениях Бетховена. Тут очень любят этот эффект неожиданности. Вот, или действия. Я всегда своим ученикам говорю, что пиано и форте – это не абсолютные величины. Это ни килограмм, ни километр. Ни взвесить, ни измерить нельзя. Вот поэтому эти динамические указания, они предполагают такой огромный диапазон различных динамических градаций, что даже если и кто-нибудь попробует когда-нибудь да, зафиксировать их, навряд ли ему это удастся. От чего? От того, что это связано с тем самым эмоциональным переживанием. Вот давайте порассуждаем. Что нас побуждает корректировать динамику речи? Мы же не говорим все время одинаково. Да? Мы то повышаем голос, то наоборот переходим на шепот порой даже иногда, или говорим тихо, затаенно. Повышая голос, мы восклицаем, гневаемся, ликуем от счастья, сердимся, кричим от ужаса или восторга. Ну, согласитесь, совершенно разные состояния, абсолютно. Еле слышно мы предостерегаем, утешаем, успокаиваем, убаюкиваем, говорим ласково, обессилев, с безнадежностью, деликатно. Да, и можно, конечно, список продолжить. И вы знаете, я в классе всегда стараюсь культивировать вот эту тему, чтобы обучающиеся говорили о том, о чем они играют, и уж хотя бы вот о своих намерениях. Еще вот этот вопрос встает, например, с секвенциями. Это же очень такой частый прием в музыке. И часто одно и то же звено на разной высоте, и молодые музыканты играют совершенно одинаково. Ну, ты спрашиваешь их, ну как ты все-таки хочешь распределить динамику? Мы же не можем это играть одинаково, да, не можем. Отвечают, ну начну я потише, потом немножко прибавлю, а потом сыграю форте. Ну вот я даже, знаете, вообще запретила вот эти тише, громче говорить, произносить в классе, потому что это не содержательное совершенно определение, если мы говорим о музыке. Да, форте не может превращаться в шум, а пиано не может быть совершенно беззвучным.
Поэтому лучше, чтобы они говорили. И на первых порах они с трудом подбирают слова, но потом они входят во вкус и начинают даже говорить целыми предложениями, объясняя мне целую историю про какую-нибудь там восходящую секвенцию, которая венчается там какой-нибудь потрясающей красоты кульминацией. Вот. Так что обязательно этому нужно уделять внимание. Итак, говоря о динамике, мы учитываем количественный инструментальный состав ансамбля, акустические свойства участвующих в нем музыкальных инструментов. Они бывают разные, как вы понимаете, и причем в разной тесситуре. С валторной, а тем более саксофоном, это все-таки один масштаб звучания. Там, с гобоем, флейтой, и свои особенности, особенно тесситурные. Там первая октава флейта вообще не очень прослушивается, поэтому здесь надо быть очень деликатным пианисту. Виолончель тоже требует внимания, или альт, например, да, в определенных участках тесситуры. Динамика форта требует применения средств музыкальной выразительности, таких как интонационная направленность фразировки. Вот это делать нужно обязательно. Часто молодые музыканты, когда оказываются форта, они просто играют довольно ярко, без развития. И поэтому все это превращается в стук порой на рояле и вот непонятный шум, значит, у других инструментов. Самое главное, что они себя перестают вообще слышать, ну, что нам-то и подавно. Мы забываем о музыке и вовсе, да, уже просто пережидаем вот этот момент. Что нужно еще учитывать? Красочные возможности басового регистра. Обязательно пианистам об этом нужно задумываться. Вот, если они играют, например, со скрипкой или с духовыми инструментами с высокой тесситурой, там, с высокой, средней. А если это, конечно, состав, в который входит виолончель, фагот, контрабас, да, валторна, вот, то здесь, конечно, они часто берут на себя функцию такого нижнего голоса в основании фактуры, и поэтому нужно всегда его слышать обязательно. Что еще можно сделать? Утяжелить штрих. Например, струнники со спикато переходят на деташе, а пианисты могут тоже, играя спикато, да, ну, то есть отдельным штрихом, там, нон-легато, перейти на портаменто. Вот это тоже очень влияет на усиление звучания. Уплотнение фактуры. Мы говорили на прошлых занятиях, что мы всегда выбираем элементы в фактуре, которые инициируют изменение динамики. Да, как правило, это басовый голос, нижний регистр. Вот. Но иногда бывают пульсации или гармонические фигурации. То есть постепенно мы добавляем другие элементы, да, с большим участием их просто там или артикулируем, или там расширяем штрихи, да, прибавляем смычка у струнников. Вот. Делаем более крупную фразировку, например, не мельчим, да, а вот предлагаем более широкие построения. Агогические отклонения. Ну, как правило, это особенно у романтиков, да, кульминация связана с расширением, то есть более глубоким дыханием. Это нужно учитывать обязательно. И пианист, конечно, для усиления звучания может шире использовать правую педаль, да, если это, то есть, не мешает вот, общей гармонии, да, нет каких-то смещений, наложений, то это можно применять. Теперь об интенсивности пиано. В тематическом голосе она не должна уступать градациям силы звука в иных голосах. Всегда идет борьба, прям настоящая борьба, особенно с инструменталистами. Если они видят пиано в своей солирующей партии, вот с ними спорить невозможно. Ну, надо. Они настаивают на том, что раз пиано, значит, нужно играть тихо, как они говорят, забывая о том, что вообще происходит в ансамблевой партитуре. Но если там аккордовую фактуру пианиста или вот те самые гармонические фигурации в широком диапазоне, ну что же делать? А если эти гармонические фигурации в диапазоне солирующего голоса? Ну, как бы там тишайшим образом не играл пианист, все равно это довольно звучно, да еще мелкими длительностями, например. Значит, нужно учитывать. Лучше относиться тогда к динамике пиано как скорее к краске. И вот найти вот эту меру между пиано солирующего голоса и вот иных градаций пиано, да, более нежных, более тихих, да, в сопровождающих голосах. Потом, кроме всего прочего, солирующую партию в пиано нужно играть так, чтобы она аккумулировала внимание прежде всего партнеров в ансамбле. То есть они должны это слышать. И если партнеры это слышат, тогда услышит и слушатель. Это очень важно. Давайте поговорим о тембре. Как важно, да, выбрать правильный тембр. Тембр человеческого голоса, как мы реагируем на него. Какие у этого тембра, да, краски теплые либо холодные. Когда теплые, нас расслабляет этот голос. Да? Когда холодные, мы, да, начинаем нервничать, значит, что-то не так. Порой даже не понимая
речь на иностранном языке, мы понимаем интонацию говорящего и тембр, да, мы понимаем, о чем он говорит. Приведу две цитаты. Две цитаты Адольфа Давидовича Готлиба. Очень известный был педагог по камерному ансамблю, методист, автор замечательных трудов по камерному ансамблю. Он говорил: формально выполненный нюанс подобен атрибуту театрального костюма. Да, то есть внешняя оболочка без внутреннего содержания. Вот это формальное исполнение. Многозначное прочтение нотных указаний, богатство ассоциаций, связанных с различными оттенками звучания, отличает артистическое исполнение от ремесленного. Вот это, конечно, у нас цель, да, в преподавании. Вот уйти от ремесла и все-таки воспитывать именно артистов, да, артистическое исполнение культивировать. Говоря о тембре, я упоминала тембр человеческого голоса, но так как мы говорим об ансамбле, то, конечно же, мы должны говорить о тембрах музыкальных инструментов, с которыми звучит фортепиано. Да, они совершенно разные. Вот, пожалуйста, на экране вы видите, это еще не все инструменты, духовые, струнные. У каждого из них свой особенный отличительный тембр, связанный с тесситурой, с диапазоном, с различными особенностями. И, конечно, мы тоже об этом говорили ранее, что пианисту очень важно в камерном ансамбле поиграть с разными инструментами. Вот особенно я акцентирую внимание, с инструментами с низкой тесситурой. Фагот, валторна, виолончель, с контрабасом очень хорошо, да, в больших составах, да, чтобы они услышали возможности вообще басовых регистров, потому что довольно часто, к сожалению, пианисты играют только по верхнему голосу, не используя весь потенциал нижних регистров. Это очень обедняет общее звучание и делает менее выразительным его. Говоря о темпе, вспоминаю сердечно любимого профессора своего, Сергея Леонидовича Доренского. Он говорил: если темп найден, считай, сочинение уже выучено. До тех пор, пока исполнитель сомневается, интерпретация будет несовершенной. И это точно. Вот все сомнения в темпе, которые бывают, особенно в начале, да, исполнения какого-то произведения, дезориентируют слушателя совершенно и, конечно, лишают уверенности исполнителей на сцене. Выбирая темп, нужно учитывать исторический стиль, то есть вот стиль, эпоху, в которой жил, творил композитор, индивидуальный композиторский стиль, да, что для него характерно, и признаки различных жанров, помня условия их бытования. Ну, исторический стиль, поймите, что ощущение времени в пространстве, оно менялось с каждым столетием. Мы вообще сейчас живем в век скоростей, и когда мы обращаемся к произведениям Моцарта или Бетховена, то мы должны понимать, что у этих авторов ощущение времени было совершенно другое. Не летали они на самолетах, да, на скоростных поездах не ездили, да, все-таки путешествовали в дилижансах, каретах. Вот это другое совершенно было ощущение скорости, поэтому то, что было быстро для них, да, скорее для нас кажется неспешным таким течением времени. Ну, индивидуальный композиторский стиль тоже, конечно, нужно понимать. И признаки различных жанров — это мы должны понимать, в каком темпе танцуется, как правило. Например, минуэт. Да, вот я говорила уже, 3 шага должно быть в такте на раз, нельзя танцевать вообще трехдольные танцы. Или вальс, например. Да. Вот первый шаг, самый такой широкий шаг, второй, третий уже мельче. Да, тоже это нужно думать. Или там мазурки, марши, да, тоже имеют, как правило, свое движение. Хочу привести цитату одного исследователя культурологии. Вот одна цитата. «Оценка времени субъективна и зависит от представлений и эмоций, которые мы испытываем в определенный его промежуток. Если количество событий и переживаний незначительно, нам кажется, что время идет медленно. Если же мы получаем много впечатлений или выполняем много дел, то нам кажется, что время проходит очень быстро». Вот для сравнения приведу вам пример. Наверняка каждый из вас путешествовал в поезде. И бывает, что в купе нет попутчиков. И смотришь в окно или читаешь книжку, в общем, довольно монотонно продолжаешь свой путь, да, в точку назначения. А бывает, что собирается замечательная компания, интересные попутчики, собеседники, и ты с ними разговариваешь, что-то рассказываешь, узнаешь много интересного, и вдруг время этого пути пролетает незаметно, как будто вот ты не был там 4 часов следования. Да? От чего это происходит? От того, что много событий произошло, информации много мы получили, узнали или сообщили, да, окружающим. Вот это ощущение времени. Поэтому, когда речь идет о форме произведения, и очень часто, даже некоторые педагоги советуют
как бы подсобрать, есть такое выражение, которое мне очень не нравится, форму, да, и решают этот вопрос темпом. То есть просто предлагают более быстрый темп, чтобы это как бы части целого собрать воедино. Это совершенно неправильный путь, потому что форма складывается из содержания. Поэтому чем более интенсивно мы работаем с текстом в классе с ребятами, вот, чем для них более увлекателен этот сам процесс, прям как детектив, да, и мелодия, и гармония, и ритм, что там с этим совсем происходит, как это все влияет на обстоятельства развития тематического. Да. Вот эта заинтересованность, она и потом помогает собрать форму воедино. Да, она сама собой складывается, ничего для этого, никаких усилий прилагать не надо. Я хотела бы вернуться еще к выбору верной пульсации, показать вам еще несколько примеров. Естественное ощущение темпа музыкального произведения зависит от выбора верной пульсации. Такт, полутакт, четверть, восьмая и так далее. Вот давайте посмотрим на экран. Это соната для скрипки фортепиано, вторая, Людвига ван Бетховена, первая часть, главная партия. Размер 6/8. Очень часто, к сожалению, мыслят на 2 такта, то есть четверть с точкой. И получается очень быстрый темп, который, в общем, потом влияет на качество исполнения пассажей 16-ми. Вот лучше здесь все-таки ощущать пульсацию именно по 8-м, тогда темп становится адекватным и не мешает техническому воплощению всех тех ритмических фигур, которые здесь есть. Другой пример. Та же соната Бетховена, только вторая часть, главная партия. Размер 2/4. Вот здесь бы я и предложила ощущать как единицу движения четверть. Если здесь выбирать единицу движения 8-ю, то тогда, к сожалению, в пунктирах исполнители будут спотыкаться как бы о 32-ю и лишат фразы естественного дыхания, да, и последовательности изложения. Та же соната, третья часть, главная партия, 3/4. Обязательно здесь мыслить на 3/4, так как есть синкопа, да, из-за такта. Как бы за такт на слабое время спорит с голосоведением в партии левой руки, которое приходится именно на сильное время. Поэтому все время нужно ощущать 3 раз, 3 раз. Снова Бетховен, фортепианный квинтет для духовых фортепиано, опус 16, первая часть. Вот первый раздел «Гравы». Несмотря на то, что размер нам предлагается 4/4, здесь единица движения выбирается 16-я. Тогда все пунктиры встают на место. Выбирая темп части, да, или произведения, нужно заботиться о том, как меняется изложение в побочной или заключительной партии или в разработке. Бывает так, что главная партия изложена крупными длительностями, и кажется, что темп, например, анданте или аллегро может быть довольно живой. Но в побочной или заключительной партии, например, исполнителя фортепианной партии ждут скачки через широкие интервалы или какие-либо другие сложности. Ну, не только пианисты, и у струнников, духовиков может быть. Давайте подытожим нашу лекцию и скажем несколько слов о том, как выстраивается эта пирамида, которая в итоге формирует интересную исполнительскую интерпретацию ансамблевого сочинения. В основе этой пирамиды осмысленная аналитическая работа с музыкальным текстом. Благодаря ей формируется убежденное представление о конструктивных элементах композиторского замысла. То есть мы понимаем, что оно как там устроено в произведении. Благодаря этому мы начинаем поиск способов инструментального и артистического воплощения. То есть мы поняли о чем, как это все устроено, теперь нам нужно найти средства музыкальной выразительности, с помощью которых мы воплотим композиторскую идею в жизнь. Благодаря этому появляется уверенность в исполнительских намерениях и действия. То есть вот мы обретаем ту самую уверенность на сцене. И в итоге вот и появляется эта самая интересная, художественная, уникальная, неповторимая интерпретация ансамблевого сочинения. Благодарю за внимание.